Всем привет! Мы продолжаем серию видео про французские и псевдофранцузские масла. Сегодня у нас на очереди бренд Yaku. Кто делает, где делают, Франция или нет. Меня зовут Антон Воронков, и вы на канале MyGT.ru. В этом видео мы разберем: первое, откуда появился бренд Yaku и какова его реальная история. Второе, на каких заводах и в каких странах производится тот Yaku, который мы с вами получаем в России. Третье, в каких странах мира популярен Yaku. Четвертое, стоит ли бренд Yaku своих денег. И пятое, бонусное, есть ли бренд Yaku в Японии и как к нему относятся сами японцы. Поехали. Вот скажите, знаком ли вам бренд Yaku? Думаю, немногие скажут да, тем более у нас в Сибири он вообще не популярен. А тем не менее, это один из самых старых французских брендов с очень интересной длинной историей. Началось все, как обычно, не во Франции, началось все в Испании, в Барселоне в 1904 году. Инженер, родом из Франции, Марк Биркект, решает создать компанию по производству роскошных, дорогих автомобилей. У него уже был небольшой опыт в автомобилестроении, он работал в компании Quadra, там они делали такие смешные, причем электрические амнибусы. Единственная модель автомобиля, маленько позже, называлась она Castro. Но Quadra недолго прожила, ее купили испанские финансисты, переименовали фирму, назвали ее Hispano Suiza Fábrica de Automobili. Это испано-швейцарская фабрика автомобилей. Марка поставили на должность гендиректора и главного конструктора, а машину единственную, это Castro, которая переименовывают их Hispano Suiza. Позже они выпустили еще пару моделей, была одна очень интересная модель, шикарная машина, они сделали ее для короля Испании, Альфонса XIII, также одноименно назвали, так вот она выглядела интересно. Но время для начинания на самом деле выбрано было не очень хорошее, потому что Европа тех лет была экономически и политически неспокойной. Все не зря волновались, потому что в 1914 году началась Первая мировая война. В 1914 году Hispano Suiza отдают под контроль французской Gnome & Rhone. Это компания, которая делала самолетные двигатели, моторы для самолетов. Причем они сами практически ничего не делали, они давали все на субподряд своим лицензиантам. Это Renault и Лорен Дитриху. Да, вот Renault, то самое Renault, которое все знают, они делали в свое время самолетные двигатели и во время войны, Первой мировой в том числе. Вот, Марк в это время проявляет свои инженерные способности, разрабатывает в том числе и двигатели для самолетов, разрабатывает даже оружие, стрелковые пулеметы, которые устанавливаются в самолет и так далее. То есть работает над проектированием вооружений, над проектированием самолетных двигателей. После войны Hispano Suiza выходит из-под контроля Gnome & Rhone, становится опять независимой. Руководство Hispano Suiza решает создать дочернюю структуру для того, чтобы зарабатывать на продаже станков, инструментов и смазочных материалов. Вот как раз этот момент можно считать моментом рождения бренда Yaku. Сейчас объясню почему. Дочернюю компанию называют OMA, сокращенно, сейчас, извините за мой французский, я попытаюсь произнести по-французски название, это Outillage Machine Outil, или сокращенно станки и инструменты. На этом месте мы с вами прощаемся с Марком и знакомимся с Жаном Динтильяком, который становится председателем OMA. Жан Динтильяк был французским бизнесменом, причем таким достаточно успешным. В 2020 году регистрируют они OMA во Франции в Сене, но за год до этого, Жан Динтильяк регистрирует собственный торговый бренд, торговый знак, он называется Яколин. И откуда взялось название Yaku, того бренда, о котором мы с вами говорим? Почему Yaku-то? Як – это последний слог фамилии Жана Динтильяка, Як, а Ко – это сокращение, помните, как американцы постоянно пишут, там, Limited Company, Ко сокращение. Так вот, показалось создателям бренда, Жану показалось, что будет хорошо, если будет соединено нечто французское с американским, потому что в то время во Франции все американское ценилось и считалось качественным, поэтому решили, что это будет звучать по-американски и круто, то есть так и называли там Яко. Ну, по-французски это читается Yaku, поэтому будем сегодня в течение нашего всего видео называть бренд Yaku правильно. Вспоминаем, что компания называлась OMA, станки и инструменты, то есть они, по идее, должны были продавать станки и инструменты. Они их вообще не продавали, они сразу стали продавать смазочные материалы в огромных количествах, потому что у Жана были связи и в автомобилестроительных компаниях, и в промышленности, и в авиационной промышленности, в том числе, вы помните прекрасно, где он работал. Так вот, они стали продавать очень много смазок масел, стали делать новые рецептуры. Они, кстати, одними из первых в Европе стали добавлять в композицию своих смазок стабилизирующие присадки, моющие присадки. Только за ними все начали следующие повторять.
Так вот, очень хорошо это все развивалось, они постоянно участвовали в разных выставках, в различных соревнованиях автомобильных, спонсировали, там, ставили какие-то рекорды со своими смазками и так далее, все это фиксировали, через СМИ все это преподносили, пропагандировали, делали рекламу. То есть у них достаточно массированная была рекламная кампания даже в те уже годы во Франции. Инженеры Яку придумали такой забавный прибор, он назывался якометр, это анализатор износа моторного масла. А вот фото интересное, историческое, Андре Ситроен стоит в середине, а Жан Интеллект справа стоит на фоне Розали, эта машина так называлась. Это 1933 год. Розали — это машина, которая непрерывно проехала 300 тысяч километров за 133 дня со средней скоростью 93 километра в час. В двигателе был залит Яку. Масло Яку было залито. В довоенные годы, я имею в виду Вторую мировую войну, на Яку сыплются армейские заказы очень много, причем они на своих складах держат по контракту стратегический запас смазочных материалов для французской армии. Представляете, какой-то объем там колоссальный. Вот, в это же время они начинают сотрудничество с только что образовавшейся Air France. Air France — это то же самое, что у нас был Аэрофлот. Вот, но он только зародилась в те годы, конечно, но тем не менее. С 1938 года по 1940 там опять на заводе пара рокировок. Сначала Дентиляка меняет на посту президента Пьер Форжео, потом опять Дентиляк становится, короче, туда-сюда меняются. В это время, несмотря на обилие заказов армейских, не все так гладко, потому что много контрактов у Яку для войск союзников выигрывает Стандарт Ойл. Вот заметьте, да, в каждом своем видео про масла, который рассказывал вам про французский, американский, даже японский, где-то да участвует обязательно Стандарт Ойл, прадедушка нынешнего ExxonMobil. Вот, вездесущая компания, про которую я обязательно сделаю потом большое видео. Во время Второй мировой войны, когда немцы уже поступают к Руану, правительство издает указ о том, что завод Яку должен уничтожить все производство и все запасы свои стратегические, для того, чтобы они не попали в руки к фашистам. Полностью все уничтожается, разрушается полностью весь завод, уничтожаются, сжигаются все запасы базовых масел, присадок, все, что у них было на складах. В общем, досталось во время войны Яку знатно, так, уничтожили все под ноль. К окончанию войны, вернее, у них осталось только, активы остались только в банковские, какие-то ценные бумаги, но никаких производственных площадей, ни завода, ничего не было, все под ноль сравняли. Оклемались они еле-еле послевоенные годы, и все благодаря тому, что были хорошие связи у них с авиационной промышленностью, с промышленностью в принципе, с автомобилестроением и так далее, иначе бы они не выжили точно. В 1944 году все очень-очень плохо, Жана просит уйти из совета директоров, того человека, который на себе по факту тащил весь завод, все предприятие, вообще в принципе весь бренд Яку. Вместо него Андре Марселен становится на его пост, а гендиректором ставят Марио Садасте. В 60-х годах все опять кардинально меняется, за руль становится Пьер Рикар. Он, кстати, участвовал в сопротивлении французскому во время войны Второй мировой. В это время Яку ставит просто сногсшибательное количество рекордов в автомотоспорте, во Франции именно, внутри страны. Об этом можно почитать в свободном доступе, все это есть. Я вообще, в принципе, изучив информацию, могу без преувеличения сказать, что Яку является, наверное, одним из самых сильных игроков в автомотоспорте того времени по сравнению с другими брендами, тем более со французскими брендами. К сожалению, нам в России про это вообще ничего не известно. Наш среднестатистический покупатель думает, что спортивный самый бренд французский — это Мотюль, хотя заслуги в автомотоспорте у Мотюля там в десятки, если не в сотни раз меньше, чем у того же самого Яку. А Яку воспринимают в России как какой-то неизвестный, вообще непонятный бренд. А на самом деле у него история в автомотоспорте, она очень-очень-очень существенная и интересная по сравнению с Мотюлем, у которого вот такая вот история в автомотоспорте тех лет. Вот, в 90-е годы Яку участвует в соревнованиях совместно с Audi Mercedes. И, в принципе, за все время, когда Яку работала с командами, с спортивными автомобильными, они поставили 522 рекорда за все время. Представляете, во Франции, внутри страны, 522 рекорда разных. Второе. На каких заводах, в каких странах производится тот Яку, который мы с вами покупаем в России? На упаковке указан адрес Vie Henri Saint-Clair-de-Ville. Вот это здание, так вот оно выглядит. На самом деле это не производственное здание, это административное здание, там они ничего не производят. Забавно, там, кстати, рядом находится в нескольких десятках метров завод Fuchs,
которых в Европе много и во Франции тоже. Но на самом деле завод, на котором производится весь тот Яко, который мы с вами получаем в России, находится по другому адресу. Это Сан-Пьер-Ле-Эльбюф во Франции. Это такого нормального размера блендерный завод, небольшой, не маленький, который заточен под работу с базой, получаемой в еврокубах. Это очень типично для французов и, в принципе, для европейских миксеров. Посмотрим поближе на завод. Все аккуратно, чисто, красиво по-европейски. Внешний резервуарный парк есть, такой большой, характерный для старых заводов. Вот, кстати, небольшое видео с производства тоже давайте ознакомимся. Яко и Тоталь, что их связывает? В 1992 году группа компаний Тоталь покупает Яко со всеми его активами. В те времена Тоталь очень много всего скупает, вливает в себя, объединяет, создает дочерние компании, то есть они такую активную деятельность ведут, в том числе и вот Яко попались под руку. Яко было под контролем Тоталь 10 лет. Действительно, в течение этих 10 лет Яко пользовались базовыми маслами группы компаний Тоталь, которые они им поставляли присадки, которые проходили через структуру Тоталь, попадали на завод Яко. А в 2002 году Яко с Тоталь распрощались. Это долгая очень история, если хотите, потом можно сделать отдельное видео, не хочу в этом сейчас зацикливаться, потому что много времени займет. Просто запомните, что в 2002 году Яко выходит из-под контроля Тоталь, сейчас их связывают только сугубо экономические отношения, бизнес. Они никак не связаны между собой юридически. Тоталь и Яко сейчас это две разные абсолютно структуры. Территория завода Яко и здание брендировано по самое не хочу. На всех видных местах есть логотип Яко. Это говорит о том, что на этом миксере, на этом блендерном заводе производится один монобренд Яко. Я не исключаю того, что по заказу сторонних структур на этом же заводе могут производить продукцию под другими брендами, хотя думаю, что это маловероятно. Ну, сейчас свободный рынок и экономическая ситуация нестабильная, поэтому я этого не могу исключить. Но, как правило, если такой монобренд преподносит свой завод как завод монобрендовый именно с одним брендом, они за другие бренды не берутся. Напомню, что Яко никогда не занималась нефтедобычей, поэтому все базовые масла и присадки они покупают на свободном рынке. Но присадки понятно, где базовые масла не важно, абсолютно где они покупают, потому что на всех стадиях производства, начиная от поступления в резервуарный парк базовых масел, делаются пробы, качество проверяется на стадии поступления сырья, на стадии варки, на стадии уже после упаковки, даже как у Фукса также берутся пробы, отдаются в лабораторию. Поэтому качество сырья и качество готовой продукции, оно всегда неизменное на больших, хороших блендерных заводах европейских, в том числе и на Яко, естественно. Третье. В каких странах еще продается бренд Яко? Ну, конечно, во Франции, само собой разумеется, там его купить не проблема. Его там люди реально знают, помнят, любят. Вы знаете, что я собираю банки раритетные, иногда даже заказывал их за рубежом во Франции, в Италии, в Германии, в Америке. Так вот, у коллекционеров во Франции огромное количество банок Яко старых, там 60-х годов, 50-х, 40-х даже есть, встречаются. Они их продают. Это говорит о том, что бренд там популярен, потому что там продаются такие раритетные банки, только очень популярных когда-либо брендов, которые там продавались на территории Франции. Это один из показателей того, что бренд реально был популярен в этой стране. Вы наверняка видели наше видео из Америки, мы снимали там в розничных магазинах, там бренда Яко нет, он там не продается. Судя по форуму Motor Talk в Германии, также о бренде Яко очень мало кто-то знает, практически никто его не использует и редко кто-то вживую видел. Только наша с вами многострадальная Россия и страны бывшей СНГ, где можно встретить Яко в розницах магазинах, кроме других стран. Вы знаете, наверное, вот я много где побывал, где ездил по странам, обычно внимание обращаю все на ассортимент всегда на автомобильный. Так вот, наверное, единственная Россия – это страна, где можно встретить все бренды мировые вместе взятые в одном локальном месте, потому что другие страны,
как бы для них это не характерно. Только у нас в России все бренды есть. Четвертое. Стоит ли бренд Яку своих денег? Кстати, давайте перенесемся буквально на пару минут к нам в офис и посмотрим на упаковку Яку поближе. У нас в коллекции уже достаточно много разных продуктов. Есть европейских, американских, японских, разных, со всех уголков мира абсолютно. Есть очень редкие варианты, которых вообще ни у кого, наверное, нету в Сибири, в Новосибирске, может быть, даже в России. Занято еще не все, потому что у нас просто то покончились полки, куда их складывать все эти продукцию, все. Так вот, могу без преувеличения сказать, что баночка Яку, ее дизайн, как она выглядит, это одна из самых трэшовых банок, которые у нас есть. Такой страшный дизайн, блин, ну надо было еще придумать, конечно. Французы, что с них возьмешь? Дизайн очень страшненький, реально, прям. Ну, на мой вкус, конечно, не знаю, может быть, и многие не разделяют мой вкус, но тем не менее. Вот, банка сделана очень плохо сама по себе, то есть дешевый пластик используется, есть огрехи литья. Для французов это очень типично, французы, итальянцы, ну, для французов больше даже. Тоталь, постоянно какие-то трэшовые банки делают, все отваливается, все кривые, все наклейки кривые уже изначально, все люди воспринимают это, как будто это поддельная банка, хотя это настоящая Тоталь и Эльфа. Nissan тоже самый европейский. Банка никак не защищена, абсолютно нет никаких там голограмм, там нет никаких надписей, которые видны при свете ультрафиолета, нет никаких защитных полосок стирающихся, ничего вообще, просто абсолютно ничего. И это опять же очень типично для внутриевропейского рынка. Они никак не защищают свою продукцию, которая идет на внутренний рынок, потому что все идет на внешний рынок, на экспорт, все защищено еще как. Вот Eni тоже продукт, крупнейшая нефтедобывающая корпорация, входящая в семерки Бикойл, Супермейджор, банка тоже такая трэшовая. Так вот, если смотрим любую банку, которая чисто экспортная, с непонятной историей, например, там Равинол тоже самый, с очень мутной историей, у него тут банка защищена там 100-кратной защитой, есть голограммы разные, есть при свете ультрафиолета, надписи видны, есть такие защитные полоски, здесь да, комбинированная крышка и так далее, тут защита сверх меры. Это показатель явный того, что продукт идет на экспорт чисто. Так вот, баночка страшненькая, но тем не менее такая не похожая на все остальные. Свой завод во Франции. Понятно, кто, где, зачем и еще производит. Все прозрачно. Монобренд, что является, на мой взгляд, огромным плюсом. Я, в принципе, к французам отношусь немножко предвзято. К автомобилям французским, к продуктам французским, к маслам французским. Я считаю, что все-таки они по качеству не дотягивают до немецких, американских или японских тем более. Это мое личное субъективное мнение. Вы можете быть с ним вообще не согласны, но тем не менее, я так считаю. Тем не менее, бренд Яку – это бренд, который заслуживает уважения, своей истории, своим подходом к бизнесу. Я считаю, что его можно смело покупать, я вам по максимуму все рассказал о нем, все, что мог. Если у вас есть какие-то дополнительные информации, можете ее дополнять. Сами французы о бренде Яку отзываются очень положительно. Те отзывы, которые можно почитать в интернете, на французских источниках, на форумах, они положительные в 99% случаев. Никакого негатива про этот бренд нет. Поэтому голосуйте кошельком, выбирайте с умом. Все я вам про бренд рассказал, решайте и выбирайте сами. Пятое, бонусное. Есть ли бренд Яку в Японии, как к нему относятся сами японцы? В Японии бренда Яку нет. Все, на этом все. Надеюсь, это видео стало для вас полезным и интересным. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Антон Воронков. Всем пока.